Когда мы слышим слово «витубинг», у каждого в голове всплывает своя картинка. Для кого-то это Hololive, Horny Vibe Marine, Ха-ха-ха Пекары или Ягер в статусе лучшей девочки. Кто-то вспомнит проблемный Ниджи Санджи, Сус Помо, СМР Вокса, угарный Миста или коллабное безумие Энны. Другие выберут Iron Mouse, сладкоголосую Амели, тараканчика Мату или готического пирата Хатару из уже почившего Вишоджа. А третьи — стримы инди-витуберов. Но если копнуть глубже, окажется, что витубинг куда больше, чем пара корпораций и несколько топов из Твича. Как вы уже поняли по названию, сегодня мы отправляемся в Германию. Мы разберем, как там появился витубинг, как он выживал и какую, скажем так, занятную особу он нам подарил. Lass uns gehen. Начнем с истоков. 2011 год. Пока мы вовсю осваивали интернет, виртуальный блогер Ами Ямато на допотопных по нынешним мерках технологиях запускает свой канал. Кинопародии, влоги, чисто DIY дух. Даже сейчас это смотрится на удивление миленько. Затем 2016 год. Кизуна и компания Active 8 официально вводят термин витубер в наш лексикон. Дальше вы знаете. Рождение Hololive, дебют Такина Соры, модель в аудиодеск Майи и те самые легендарные 13 зрителей на первом стриме. Казалось бы, впереди только солнечное завтра, но что в это время происходило в Германии? Переносимся на окраину Тюбингена, 5 декабря 2018 года. Небольшой офис компании Storymaker, где некий Бьорн Айштанд решает покривляться на камеру в приложении Reality и совершенно случайно становится прототипом первого немецкого витубера. Гляньте на него. Вот так зарождалась история. Или все-таки нет? Помимо забавного мужичка, я откопал еще пару кандидаток на роль первородной. Первая — это наша Ритм, дебют 1 мая, гремучая смесь, англичанка, немка и японка в одном флаконе. Но вот незадача, немецкого акцента нет, пародировать она его тоже не может. Да и вообще, судя по всему, она просто американка из Нэшвилла. Почему? Ну, потому что она ото наши. В общем, мимо, нам нужна истинная немка, как пачка мягких сухариков от Рускарта. Оригинал. И тут появляется Крейде Блейх, она ворвалась в игру 17 июля 2018 года с простенькой вроде моделькой. Именно ее мы можем официально назвать первым немецким ютубером, да? Все так просто. Информации о тех временах мало, сплошные спидпейнты на ютубе, поэтому сразу прыгнем в 22 год. Сменив имя на Нейнкунст или просто Наеги, она перевоплощается в Куст. Да, это не прикол. Сегодня Наеги — это фрилансер, иллюстратор и художник эмодзи. Ее стиль — это мягкие тона, ночные стримы и вайб абсолютного спокойствия. Каштановые волосы, красные очки и пушистая куртка непонятного цвета. Если вам нужно место, чтобы заземлиться после тяжелого дня, это к ней. Последний раз она выходила в эфир несколько дней назад, так что загляните к ней на огонек, если хотите ознакомиться с первым гер-витубером. Хронология штука упрямая, поэтому всех, кто успел запрыгнуть в этот поезд до 2020 года, я решил объединить в спецотряд Миллениум, первый батальон. Кто понял отсылку, тот крутой. Перелопатив витуберские архивы, окей, я просто зарылся в вики и веб-архивы как Лейн Ивакура, я нашел около 23 имен. Среди разного контента там попадаются действительно занятные Herr und Frau, например, Канго Шитян, добросердечная медсестра, готовая мчать из Германии хоть в Ростов, чтобы помочь нуждающимся. Дебют 1 декабря 2020 года. Ее девиз: зрители — это пациенты, а стрим — лекарство. И это не просто ролевая игра, в реальной жизни она тоже медсестра. Видимо, чтобы не тратить время на переодевание перед эфиром. ГГГ. У нее два попугая, Мока и Миу, статус почетного гостя на комиконах во Фрайбурге и коронная фраза в финале «Блейб Гесун», что значит «будьте здоровы». Шучу, она культурная. Следом идет Трипскип, англо-немка прямиком из Австрии. Сонная пятнистая гиена с максимально контрастным вайбом. Смотрите сами, резкие линии, острые зубы, чокер, авангардный шмот и хруст костей. То есть вкусняшек на стриме. Казалось бы, дикий зверь, но на самом деле концентрат чила. Ее фишка — гетерохромия, фиолетовый глаз напоминает о прошлом воплощении в теле дракона. А синий... Синий символизирует ее любовь к сидру Old Mouth Kiwi и рому Кракен. Рип Скип — фанатка Дорохидора и Сигналиса. О да, Сезбиан Лекс. И несмотря на дебют в июле 2020 года, она до сих пор в строю. Правда, сейчас все больше стримит на английском. Это можно понять, ведь в угоду попа. Ведь в угоду попадания в рекомендации и привлечения аудитории лучше юзать более популярные языки, я понимаю. Will you be my mom?
Absolutely not. Шию онлайн. Она ворвалась в игру под самый занавес 2020 года, а именно 30 декабря. Если девочки выше это просто активные стримеры, то Шию это почти full-time машина. Правда, есть нюанс. С марта 23-го она окончательно ушла в англоязычный сегмент. Я проверил ее соцсеть, немецкий там теперь редкий гость. В основном она обитает в just-чатинге или рисует. Но если она дорывается до игр, ждите все. От Зельды и Геншина до хардкорных ММО, вроде Вовки и Финалки. Главная фишка Шию — это лингвистический хаос. Немецкий, английский, японский, капелька итальянского и испанского. В какой-то момент у нее в голове включается рандомайзер, и она выдает такие словечки, которых не существует ни в одном словаре мира. Tasting car. Gum. Фанаты в восторге. Это максимально добрая и жизнерадостная особа. Ну, не без ноток хорни, разумеется. Раньше она жила в Японии, у нее есть собака. И, внимание, она утверждает, что готовит лучшую жареную лапшу в мире. Пристегнитесь, потому что на сцене появляется женщина-легенда. У нее имен больше, чем у Штирлица. Фрау Маузенбергер, она же Наруяма Мао, она же госпожа Мао Монтейн, она же просто Мама Мао. Мао — это душа раннего немецкого витубинга. Ее обожают за то, что она как настоящая старшая сестра, тащит на себе поддержку всего локального комьюнити. Официальный дебют случился 1 января 2021 года. С тех пор она мост между немецким, английским и японским языками. Давайте послушаем саму героиню. Гутен Малзен, я Наруяма Мао. Я хочу стать кошачьим идолом и приносить удачу всем людям. Пока что я просто обычная кошка-картошка, но стремлюсь стать той самой японской счастливой кошкой. Ну, которая лапкой делает вот так. Виу-виу. Готовьтесь к кошачьему визгу, забавным оговоркам и прохождению игр в компании самой доброй кошки-картошки. Мао — это тот резкий случай, когда витубер становится не просто картинкой, а настоящим оплотом адекватности и тепла. Но за образом милой кошки-картошки скрывается неожиданно лор, достойный отдельной драмы. Именно Наруяма Мао дала японская старушка, приютившая бедолагу после того, как та превратилась в человека. Да, это история о бездомной кошке, которая однажды совершила роковую ошибку. Она так сильно хотела есть человеческую нямку, носить шмотки из секонд-хенда и иметь руки, чтобы открывать пивко. И прикол случился. Кошачий бог исполнил ее желание. И тут Мао познала все прелести человеческого бытия, нищету, депрессию, долги и конские ценники в пятерочке. Добро пожаловать в реальный мир, японский городовой. На плаву ее держит только пожилая немка, которую Мао уважительно называет Дозин Йофнер. В переводе «консервный нож» или «открывалка». Теперь цели Мао перевернулись с ног на голову. Чтобы избавиться от долгов и, самое главное, вернуть себе кошачью форму, ей нужно получить благословение богов. А как это сделать в 21 веке? Правильно, стать виртуальным айдолом, дарить людям процветание и в итоге превратиться в ту самую золотую кошку удачи, ё-моё. При всей своей жизнерадостности Мао натура сложная. Она может внезапно уйти во мрачные мысли, но чат для нее лучший антидепрессант. Но держитесь крепче. Вы думали 3 языка это предел? Мао полиглот до мозга костей. В ее арсенале 13 языков. Ладно, с оговорками, говорит свободно на немецком, английском, японском, испанском. Несмотря на образ Сейса, то есть чистого айдола, Мао иногда выдает крепкие словечки. Правда, потом долго извиняется. Она вообще извиняется за все. За мелочи, за донаты. Благодарит всех и каждого. Лирическое отступление. Мао часто плачет от больших донатов, потому что выросла в бедности и искренне не понимает, за что ей такие деньги. Знаете, я ее понимаю. Я тоже иногда не верю, что мой контент кому-то нужен. Ссылка на Бусти в описании. Так вот, если Мао плачет слишком долго, начинаются спецэффекты. Во-первых, она начинает сморкаться так громко, что чат называет это соло на трубе кошки-слонихи. Во-вторых, она может смачно рыгнуть в прямом эфире, после чего мгновенно затыкает рот, пытаясь спасти остатки имиджа приличной ледис. Ну и на десерт ее темное прошлое. В комьюнити есть локальный мем про кроликов. Однажды в игре The Long Dark одна хладнокровно шотнула кролика. И с тех пор чат ее по-настоящему боится. Теперь она пытается скрыть следы преступления, заговаривая зубы зрителям 30-минутными лекциями о том, какие бывают красивые норвежские лодки. Но мы-то все помним, Мао. Мы все помним. Мама Мао, я, мама Мао.
Но при своем хихихаха вайбе Мао не только про мемы. Для немецкого сегмента она стала настоящим ангелом-хранителем. Она рейдит крошечные каналы, дает советы новичкам и как Чип и Дейл спешит на помощь. Самый показательный момент случился летом 2021 года, когда на западе Германии произошло разрушительное наводнение. Витуберы не остались в стороне. Под эгидой проекта Висмайл они развернули масштабный марафон. 12-часовые стримы, 70 участников. И это сработало. Фонд Германия помогает собрала более 10,5 тысяч евро, почти 1 миллион рублей по тому курсу. В разы больше, чем кто-либо ожидал. И Мао, конечно, была в первых рядах. Я уделил ей так много времени, потому что она эталон витубера, который заслуживал гораздо больше, чем имел. 1 декабря 2024 года Мао публикует свой прощальный пост. Быть фрау Маузенбергер было прекрасно. Мучительно, но прекрасно. Это было путешествие, которое многому меня научило. Я встретила множество удивительных людей, с которыми больше никогда не хотела бы расставаться. Но я знаю, что для меня здесь уже все кончено. Мои чемоданы собраны, ключи от квартиры сданы. Остается сказать только одно. До скорой встречи. Это была история маленькой белой кошки, которая хотела стать айдолом, а в итоге стала душой большого комьюнити. Но пока одни сдавали ключи, другие строили целые небоскребы. Не-не-не, подождите, Мао не ушла, ее мечта сбылась. Пройдя этот путь, получив благословение богов, она снова стала кошкой. Теперь вы можете найти ее по нику Цуюна Цую. Все смешнявки, жизнь и радостность остались на месте. Легендарное соло на трубе тоже в комплекте. Подрубают часто, и у вас есть возможность лично познакомиться с легендой. Мы закончили с блоком одиночек. Пора говорить о тех, кто превратил это в индустрию. Добро пожаловать в мир немецких команд и агентств. Глава 2. Январь 21 года на немецкой сцене происходит историческое событие, рождается VR Idol. Первое полноценное объединение, цели амбициозные, стать первыми и представить витубинг в Германии. Лицом проекта стала Карен фон Нахтигаль, Хики Вампер с немецкими корнями и японской душой. Дебют 7 января, полузакрытые глаза, шикарная моделька и смех, в который невозможно не влюбиться. Du bist cool. Карен — это про ржэкич, уютные истории и микс языков. Она любит окономияки, ритм-игры и хип-хоп. Настоящая фрау мечты, йоу. Но неожиданный поворот! VR Idol приказал долго жить, чтобы тут же морфировать под именем Пита Пат. Цели те же, но ставки выше. Карен лобби залетают новые игроки. Первая. Мина... Нет, не противотанковая. Калиана. Мина Калиана — мелодичный астролог, принесший на стримы музыку и щепотку звездной пыли. Питерской. Она ворвалась с немецкими каверами, любовью к Мадоке и саундтреками из финалки. Она фанатеет от Элис Шак in the Magic Orchestra. Шарите? Это на английском. Я на нем хорошо говорю. Yes, of course. Somebody touch my spaghetti. Ё-моё. Ich bin hier. Hallo. Вторая Тая Рекс. Настоящий динозавр из мелового периода. Это там, где много мела, ага. Самопровозглашенный Тимофей Баженов от мира витуберов. Ведь она выживает уже 66 миллионов лет. Активная, неуклюжая, но чертовски жизнерадостная. Hibbidi. Hibbidi habada habada. Главный мемолог всея Германии, которая на дебюте назвала фанатов нямкой. В меню рок, металл, симуляторы свиданий и острые зубы для тех, кто плохо себя ведет. Казалось бы, вот он успех. Май 21 года. Девчата зажигают на аниме... Девчата зажигают на аниме ярмарки Диджикоми. Читают лекции о языке, о музыке. Все идет по плану. Или нет? 2 октября 2021 года Крен объявляет все. Финита ля комедия. Весь состав и сотрудники уходят в закат. 6 октября на стриме у Таи они в последний раз вспомнили былое. Почитали письма пипищиков. Они ушли красиво, без хайпа, без грязного белья, просто долго прощаясь и улыбаясь. Это был достойный финал. 目指したのは青い青いあの空
Грустно, да, но это был только разогрев. На очереди проект Vitality Group, основанный в 2021 году. Это такие альтруисты немецкой сцены. Ребята по доброте душевной помогают новичкам со всем, от рига 2D-моделей до выбора микрофона и контента. Лидер этой движухи Кабаяши Йосера. Но интереснее те, кто крутит педали, пока пизды не дали этой VTube-машины. В админах сидят 4 колоритных тела. Диана Кайзуми, на которую вы уже, конечно, подписались. Mountain Devot был нормисом, пока в темном переулке не поймал ебала в маску и не стал фури. Мус Веглич жил как NPC, пока Нёх не покарала все живое, оставив его соло и дав сознание. Живет по сути как вирус с интеллектом. X Ниокта, брутальный наследник престола, который в какой-то момент решил стать гейским тентаклевым геем. Резкий поворот сюжета, согласен. Разбираться в рядовых участниках Vitality — это как играть в симулятор бега трусцой, находясь в инвалидной коляске. Я стал буквально Огюстом Дюпеном, рыл архивы, иксы и поиск по картинкам, но в итоге потерпел фиаско и упал с бревна. Но кое-кого я все же выцепил. Например, Silent Panda в Тубер. Немецкая мафия гибрид панды с Аржекичем. Дебютировал в июле 2020 года, рубится в Майнкрафт, новинки и иногда рисует. Сейчас она уже не в составе, но упомянуть ее было бы грешно. I am John Sandwich. Nicht Sandwich. Washing She, Tatatak. Ja, aber John hat verstanden, was ich meinte mit Washing She. Джун Эвегрин, эксцентричный хамелеон и граффитист-анонист. Спокойно, ее художества легко смываются. Она мастер на все руки, и в рик умеет и в рисовашке. В списке Vitality ее нет, видимо, просто забыли убрать. Тарил Нефту, результат военного эксперимента, ошибка природы. Дакимакура Трап, фанат Нир Автомата, бодибэгнул к нам в 2021 году, его цель — это дарить людям улыбки. Парнишка-то реально годный и доставляет. Так я думал, пока не увидел Дакимакуру. На стримах играет в ДБД и РПГ. Много РПГ. Etwas verschenkere. Viel Glück! Следом Нефика Аками, Чиллаут-код, виртуальность, член. Помимо этого в особенности входит набор из 5 хвостов. Да, стандартная история, жили народы тьмы, света, воды, огня, пока народ по умолчанию не развязал СВО. А еще он побывал в Японии, анимушникам разрешаю завидовать. Дальше по списку ВТ Карим ТВ, чел из Аватарии, ретро-игрец в ретро-игры, носитель футболок с волками, Карим Кумбасар, обычный в Рой ТПНГ витубер. Честно, ну рассказать особо нечего, катался на фест, хули не покататься, вся Германия размером меньше Иркутской области. Нелла Акамото, Некамак, гибрид человека и дракона, делает крутые нарезки МВ под рок и фанатеет от Фейт. Сейчас она морфирует в новую кибермодель, так что ждем возвращения. Naja, gut, wenn niemand zuhört. И закрывает список Таки Хаябуса. Так и да, это снова вроет витубер, как и остальные стримит на Твиче, играет во что нравится. Траповал в начале, потому что капиталист не разбирается в животных, отправляет открытки в Польшу в 4 утра. Уф, бро, это было жестко. Vitality продолжает наводить суету, хотя многие ссылки утеряны, а кто-то уже окончательно вышел из чата. Идем дальше. Весной 2021 года на горизонте появляется Virtual Life DE. Их миссия проста, как немецкий автобан, собрать под одним крылом всех топовых стримеров Германии. И судя по сайту, они это сделали. 120 участников! Раскидывать их по поколениям гибло дело, поэтому пройдемся по самым ярким. Открывает наш список Фейли, розовая Кицуне, художница и, скажем так, адепт хорни контента. С ней на Твиче зависает армия в 2600 подписчиков. Фели обожает ММО-РПГ, ужастики и вкусно поесть. Но будьте готовы к перформансам. У девушки диагностированы ПРЛ и СДВГ, так что скучно на стримах точно не будет. Следом идет VR Man, он же Роман Майер. 2D-чел из Австрии с лором падшего бога из другого измерения. В нашем мире он просто ищет способ вернуться домой и попутно развлекается. Главная фишка Романа — его допотопная нейросеть Роника, с которой он стримит на ютубе. Ваш логичный вопрос: ты шо, нейро сама? Ответ — нет. Орна Роника была в конце 2018 года, а виртуально уже в 22-м. Ведал сосать. We'll be thrown it into a rubbish container or something. You are smart, Ronica. Thank you. I like that comment. Юра Ями, тут уже поинтересней. Привет, я Юра Шатунов, нежить, серийный убийца. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему я нежить. Что-то пошло ужасно неправильно во время попытки Роскомнадзора, в результате чего меня ударили ножом в рот, и я умер. Да, Юрчик контентмейкер и стример, его аватар — это серийный убийца, а сам он крипипаста-витубер. Страшно? Канал 2000 повествует о бабайках и разоблачениях всех этих тики-токов. Что? История лягушонка Пепе? Hast bestimmt schon einmal diesen Frosch hier gesehen. Pepe der Ясно. Не каждому зайдет, но парнишка занятный. Не забывайте быть холодными. И, наконец, моя личная находка. It's Юи-чан. Я зашел к ней на стрим по трек Me and the Devil. Просто написал привет. И она мне ответила. Hello! Привет!
Меня зовут Юи. Все, пацаны, я завтра женюсь. Юи Чан — это наш слоняра, некая Мими с аудиторией в 1700 человек. Она тихая, милая, но в тихом омуте, как известно. Сама признается, иногда может выдать базу, не подумав. Играет во все, кроме хорроров. Особенно любит Rocket League и GTA RP. К немецкому и английскому в ее арсенале добавляется немного русского. Наш слоняра. Какая гойда? Агуски! Едем дальше по списку. Сэмпай Даби, темный эльф и член секретного спецподразделения Ворд. Живет в тени и жрет там же, черпает силу из страха и траха врагов путем разжигания в их самых глубоких тревог. Он движется бесшумно и незаметно, нанося удары молниеносно и не оставляя следов. Но если посветить ультрафиолетом, то следы найдутся. Типично Нитакуси из Германии, на первый взгляд классический Dead Inside, но описание на сайте выдает в нем лапочку. Вот послушайте, я темный эльф, и мне нравится стримить с тобой, потому что ты лучший, и ты всегда любишь смотреть и поддерживать меня. И мне нравится, когда я слышу грубый голос или голос папочки. Так, стоп, листаем дальше. Привет. Знакомьтесь, Биены 337, Wolf Girl с Твича, гиперактивная девчонка, которая рада любому новому лицу. У нее около 900 подписчиков и железное правило: никаких хорроров. А если вы, а если ты, брось булку, заставишь ее поиграть в хорроры, то у нее случится пердечный приступ. Также она немного художник, приятная девчонка, хихихаха. Имеется единственный момент: если вы решите ее заценить, то поймать будет сложно. Человек она рабочая, ее подруги спонтанны. Замыкает блок Lucky Dark Fire. Некая горничная, которая постоянно хочет есть. Предупреждаю, прячьте холодильники. А я не понял! Громкая, дикая, неуклюжая, все как мы любим. Стримит на 650 тел, в основном шпилит Вобер и ДБД. На этом история Virtual Life не заканчивается, новые лица прибывают и постоянно. Но давайте честно, дерьма тут тоже хватает. Вроид модельки, витуберы, которые сидят по 4 года с 40 подписчиками и делают стримы для таких же опездалов, которые в свою очередь сидят уже 3 года на 30 подписчиков. 2D витуберы, у которых Рик вышел в окно и шершавые микрофоны. Проблемы везде одинаковые, Германия тут не исключение. Июль 21 года порадовал немецкую сцену выходом V-Live. Ребята сразу закинули удочку для работяг. Мы ваш менеджмент в Германии, Австрии и Швейцарии. Наша сеть и многолетний опыт помогут вашим мечтам сбыться. Как вы поняли, дело мы имеем с целым анимешным картелем. Anime Idolos Aki son respetados. В основном в составе 8 человек. Первый основатель Frost Бетерина дебютировал в марте 21 года. Базировался на Твиче в компании 1300 подписчиков. То ли кролик, то ли лисенок. Короче, ни мальчик, ни девочка, ни твой ласковый май. В компании занимался участниками, мероприятиями и в целом продвижением V-Live. Родители говорили, что он милашка, но я ничего не скажу, я натурал. Когда был в отпуске, то почему-то радовался тому, что вокруг печки нет дома. Странный флекс. Keiner too much. Nicht gut. Nein. Второй основатель и по совместительству участник Юи Анзу, некая стримерша из Германии с аудиторией в 2300 тел. Раньше она была горничной, но, как говорится, не повезло, не фартануло. Пришлось податься в витуберы. В V-Live Юи отвечала за соцсети и саппорт. В свободное время она классический нормис, косплеит, рисует, смотрит анимки, жрет нямку. Прется по Валоранту, Лиге и Финалке, но ее вишлист — это отдельный вид искусства. Японская сумка, пособие как рисовать мангу, еще там был курс японский с нуля. Хотя у нас японскому на улице учат бесплатно, достаточно зайти не в тот район Казахстана. Продолжаем вскрывать карты аниме-картеля. Знакомьтесь, Элиф Тубер. Он первый участник V-Life, стримит на Твиче, играет во много, является певцом ртом посредством производства караоке-стримов. Занялся витубингом, потому что вдохновился Гура. Я занялся витубингом, потому что вдохновился Гура. Но не караоке едины, Эли еще и метал-втубер. Это определенная каста людей, довольно незаметных в общей массе. Они собираются в темных переулках и гроулят друг другу по самую гортань. Ничего против не имею, просто я уважаю группу Deep Purple. Вторая участница Мизука, Нека Герл, немка, которая внезапно шарит за русский и испанский, в соцсетях хвастается банками и носками, на стримах предпочитает уютно тупить под кофе, чем приводит подписату в полный экстаз. Ее виш-лист — мечта студента, 24 банки Red Bull и столько же колы. Видимо, сердце не выдержало такого коктейля, потому что после 1 апреля 24 года она покрасила спиду в белый, рыгнула и ушла в цифровой закат. Пресс F или что там у них в Германии нажимают. Legends never die. Oh.
Теперь тяжелая артиллерия. Мими Майн. Мурка, Мурка, ты мой муреночек или просто Мими. Третий участник Вилайфа, иногда овощ. Поняла, что быть горничной это круто и пустилась во все тяжечки, обучившись на домработницу в РЛ путем омывания лдовых фрау. Имеет большую пачку навыков: приготовление пищи, шитье, уборка, уход за цветами и многое другое. На стримах поет и активно делится опытом, любит огурцы. 25 тысяч подписчиков. Активно занимается благотворительностью. В декабре 24 года собрала 17 тысяч евро для фонда Селенкадзен. Ребята, без шуток, она большая молодец. Danke für das, was du tust. Вот такие люди сделают немецкий сегмент живым. Oh, den Sportstream müssen wir auch noch machen. Ach du Scheiße, блядь. Четвертый номер нашего списка Кёта Акума. Служанка повелителя демонов, любительницу хорроров и человек-загадку. Почему человек-загадка? Ну, Кёта гендерфлюид, модель женская и голос не сказать, что нейтральный, тоже отдает пусе. Guck mal, Füße. Guck mal. Ну, вот так вот тут вышло. Для тех, кто смотрит меня в Европе и гладко выбрит, у нас в России есть только два пола, но в основном это, конечно, пол и потолок. Едем дальше. Номер 5. Лиадель Юи. Второй размер бюста, не ловец снов, а ловец кассовых аппаратов. Вначале была горничной, но потом окуклилась, стала бабочкой, но привычки остались. Дебют в августе 21 года. Арт-стримы, игровые новинки, хорроры, контент вперед. Жила она в Августине, да, это в Германии, расслабьтесь. Держит в руках не район, а целую галактику. Вибрирует бабочками, плюется мороженкой. 3200 человек этому рады, и вы тоже. Dann spuck ich das hier aus. Шестой участник Шабаша Кума Фрост Клав, полярный медведь, дебютировавший в апреле 21 года. Британец, который балакает по-немецки и обожает ретро-перделки в 8 бит. Кума парень специфичный, добавлял в пиццу жеванный горох и ел бошки ложками. На ютубе он пытался быть гуру, пилил гайды по аппаратуре и соцсетям, но реальность оказалась суровее, жить по гайдам оказалось сложнее. Кума задушился от низкого охвата, реклама крипты, обвинил Илона Маска в определенных пропорциях и размерах черепа и испарился в январе 25 года. Седьмая участница Седьмая участница Нанака Нярус, вампир на 3/4, умница, красавица и просто душа компании. Нана больше поболтать, чем про гейминг. А ее главная страсть — еда. Мы с ней сошлись на любви к олдскульному мульту «Школа вампиров» 2006 года. Врача! Позовите врача! Ее мечта стать виртуальным айдолом, дополнительно изучает японский и корейский. Особенно я хочу выделить ее как большую молодец. Когда я только искал информацию и хотел составить какой-то синопсис, где будет объединение с датами и кратким описанием, то начал тупо гуглить и логично запнулся об языковой барьер, потому что мой немецкий very bad. Я перепробовал все: иглоукалывание, заряд тупячки, но ничего не помогло, и вывод был прост: идем и пишем всем подряд. Наткнулся на Нанака в Иксе, написал на серваке, пару дней общения и взаимных сердечек, и она мне предоставляет целый список с более чем 10 названиями разных объединений. Она, по сути, единственная, кто мне ответил, а спамил я очень многим, поэтому за название отвечала она, а за поиск инфы по ним и смешным рассказом вам я. Я еще раз хочу поблагодарить Нанака за помощь. Стримит она редко, но подпишитесь и напишите ей чего-нибудь милого и вкусного. Нанака, данкишон. Номер 8. Схоки Фай. Она Аска Лэнгли немецкого разлива. Дебют в августе 21-го. Она человек, который нарисует вам эмодзи за 494 рубля и 60 копеек. Также нарисует вам, а тут уже не хватило, юч за 1485 рублей. Является певуньей со стажем и выпускает каверы на ютубе. Скрывает факт того, что является упавшей звездочкой, но пишет это в описании. Ее цель — это очаровать вас голосом, как айдол, что она удачно делает. И, наконец, 9-й член нашей конторы Элдридж Втубер дебютировал 10 июня 2021 года. Является ничем иным, как полтергеем, который обитает в пожилом замке. Попал он туда, потому что родственник, который подавился кочерышкой капусты, оставил имя нашего героя в завещании. Но условие, чтобы получить сей дивный особняк, это остаться в нем на выходные. Но он и остался, потом испугался и умер. Теперь он бог страны снов. Ну нихуя себе, карьерный рост. Подрубает вполне активно, 2400 тел на Твиче, ел рамен с водой из Москвы-реки. 10-й номер Нами Данча. Изначально была суккубом, но актуальная версия куда интереснее. Теперь Нами демон сонного паралича по совместительству Менхера. Для тех, кто в тянке, это девушки с психологическим расстройством, проще говоря, ебобо. Нами мастер СМР с неплохими каламбурами. Раньше она была малышом-котопсом из зоны 51 и в конце каждого предложения добавляла ру. Сразу видно, патриот. На хоррорах она так пугается, что разгоняется до темпа хардстайла. Инфы о ней море, но мы бежим дальше.
История V-Life неслась на полной скорости. Август 21-го они спасают леса. Сентябрь выходят на стрим-забастовку против всего плохого и становятся партнерами магазина аниме Стаффа. В октябре теряют Юи Анзу и Медведя Кума, но празднуют рост подписоты. В ноябре спасают черепашек. Лиадель радуется стабильному интернету. Жизнь бьет ключом. И вдруг тишина. В конце ноября V-Life публикует прощальный пост, благодарит всех и просто заканчивает свою историю. Но пока ничего не подозревающие подписчики V-Life кайфовали от стримов, за кулисами уже месяц как писалась совсем другая история. Октябрь 21 года. На сцену выходит лайтмотив. Их амбиции — вывести таланты на новый уровень и навести конкретную суету в индустрии. Блять. Спойлер, у них это Получилось. В конце октября Мотив организует прием заявок, а в марте, все еще не показав участников как следует, Мотив принимает участие в Дакоме. Их, кстати, Iron Mouse посетил. За это респект. Ну и наконец-то, дамы и господа, Лайтмотив начинает полноценный движ в штанах. С 17 по 19 июня дебют первого поколения, к которому я перейду буквально через секунду. Первая на очереди Мона Эпфелия. Дебют совушки состоялся еще в январе 21 года. В составе Лайтмотив у нее редебют. Девчушка она спокойная, читает, показывает Мона Поппинс, депрессует из-за книг, предсказала выход этого видео, научила NPC Уву. В общем, все как у людей, имеет свой лор. Если кратко, то некий волшебник шароебился по лесу, дрался палкой с крапивой, устал. Тем временем за ним пристально следила наша героиня, ведь она никто иной, как хранитель леса. Guilty pleasure волшебника — это остаться в лесу, поскольку лес очень магический, и тут изучать магию годно. Появившись в Джожо-позе, Мона начинает спрашивать причину появления. Этот маг говорит: ну бля, изучать хочу. Сова сказала: окей, сейчас я побазарю с советом и решим твою судьбу. Проходит время, солнце скрывается за соснами. Что было днем, теперь что-то темнее. Сова вернулась, совет тебя одобрил, но ты представься хоть. Меня зовут Алан. Имя волшебника Аврелиан, а приписка — магистр темных искусств. И неожиданный поворот! Совушка почувствовал кипиш. В лес вторглись вооруженные люди в кроваво-красных одеждах, последователи Кровавой Луны. Тут подорвался Аврелиан, они его нашли. А что будет дальше, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с самим. Там еще 10 минут лора, плюс еще одна часть выйдет. Люблю я такое. Увлечение книгами у нашей совы действительно пришло на руку. История интересна. Если вы решите стать участником ее фанбазы, то знаете, все это действие называется Брудершафт дер Ойле, братство совы. Ты вонючка. 14 тысяч человек уже там, ждем только тебя. Второй участник банды Финсти. Дебют 18 июля, он дерзкий, энергичный кассат. Касательно лора... 10 минут. Ладно, погнали. Финн был сиротой по неволе. Добрый мужичок приютил Шалопая, учил его как собственного сына, как пить кофе, как общаться с людьми. А Финн впитывал как губка все, чему учит приемный батя. Идиллия не была вечной, батя был сюрпризом, но не трап, не подумайте. Он был членом якудза, что и стало маленькой искрой, которая станет просчетом ценой жизни. Батя все, дом в огне. Раненый Финн оттого идет по переулку. Его палит челик в противогазе и подкатывает свой обтюратор, предложив свои услуги, чтобы отомстить. Некоторое время спустя Финн уже на шконке в лаборатории Дока. Док оказывается неким изобретателем, который хочет воткнуть Финну, но без гейства. Новые руки, темный экран. Очнувшись, наш герой палит чугунные протезы. Завод на Магадане все так же хорош. Начинается тренировка, удары по яйцам, от которых у Розовой просыпается огромный интерес к нашему ГГ. Она Виолебу говорит, мол, как ты с такой челкой все еще не умер, тишо, эмо. И правда, мальчик выглядит как жертва 2007 года. Проходит месяц, дождливое утро. Финн спрашивает Дока: во сколько встречаемся завтра? А завтра уже все, малой, я рад за тебя, но теперь тебе придется учиться использовать свои руки в повседневности. Время биться с яйцами кончилось. Впереди ждет не менее опасный, чем пачка яиц красная цена мир, в котором тебе придется вертеться самому. Финн смекает, что Доку что-то еще нужно.
он прав. Док продолжает. Я хочу, чтобы ты принял участие в подпольных боях. Это будет хорошая возможность испытать силу и научиться биться с монстрами, роботами и другими подпивасами. Ты с нами? Фух, конец. Да, ребята, это вам не это. Парень до сих пор активит, успел сильно прокачаться и обновиться. Я бы его сам смотрел, но, понимаете, мне нравятся русские витуберы. Die sollen nicht absaufen, ich platziere gerade die Kamera. Ach man, na gut. А теперь Луни Ву, оборотень в овечьей шкуре, находящий хаос, то кричит, то орёт, то титьки мнет. С самого начала Луни зашла с козырей. 3D-модель такого качества, что Англия после этого закрыла для нее границы от греха подальше. Лора я не нашел, так что поем о чем видим. Twitch на 33 тысячи тел, на ютубе нарезки, каверы и редкие СМР-видосы. Вся ее суетология происходит в Аруда, но в отличие от спокойной совы, Моны, Луни это вечный двигатель. Она дергается, кайфует и орет. Кстати, Ву, в конце ника, это имя ее маскота овечки, которая сидит на голове Акихат Краб и нашептывает всякое. Цены на бензин просто пиздец. А пока девчонок нет дома, их маскоты играют в карты, деньги, 2 литра колы. Вам ее стоит заценить. Если выбирать, например, Филиан или Луни, я выберу Луни. Она не нормис и орет прикольно. Шли месяцы, лайтмотив закупает, докупает и наращивает прибыль, а их участники вовсю делают поступательные и вращательные движения в сторону успеха. Но компании этого было мало. Отпраздновав приход 23-го года, они выкатывают пост, в котором без конкурсов, без кастингов, без того самого дивана была анонсирована она, но о ней чуть позже. План лайтмотив был прост. Накинуть сверху на первое поколение пачку талантов, которые уже сделали себе имя. Инфы по ним море, поэтому я буду беспощадно ампутировать некоторые факты, дабы сохранить некую динамику этого подобия познавательного рассказа со смехуечками. Первой в списке элиты представили Джинджу. Жижа начинала как каверистка и уже тогда годно пела. В ютубинг она вкатилась в районе 2020 года. Ее модель — рогатый демон, хотя сама она божится, что является козой. Ее фишки — гетерохромия и двоебейшие сырные косички. По характеру это гремучая смесь угара и добротного кринжа. Смешать и развлекать — это ее профиль. В Иксе она жалуется на комаров, постит мемесы, арты и расписание стримов. Особенно хочу выделить последнюю обновку ее модели. Вы не поверите, где я был и что я видел. Leute, irgendwie fühle ich mich so flach. Это просто охуенно. Я кайфанул от объема, цвета. Модель очень понравилась. Блять, я хочу защитить эту улыбку. Я хочу вылизать ее всю. Отпусти, блядь, подбери слюни, сука! Отпусти! На ютубе Жижа балует нарезками и каверами, а недавно наконец-то выпустила оригинальный трек Лилит. Кстати, вы могли слышать ее голос раньше. Именно она сделала тот самый легендарный Голли кавер на Духаст Рамштайна. Джинджа — это уровень. Если хотите про нее отдельный лонгрид, в котором я уже более подробно расскажу, чё почем хоккей с мячом, пишите в комментариях. Проходит добрые 9 месяцев. Молодые мамы поздравляю с прибавлением. А в лайтмотив тем временем заходит второй мембер — Наями. Она же Пич Фокс. Хитрая, детская лиса, по совместительству художник-риггер и обладательница взгляда уровня «Уф, кефтеми». Я слежу за ней года 3, и поверьте, там есть на что посмотреть. В составе лайтмотив она дебютировала еще как и 3D-витубер. Сама модель имеет длинные волосы, розовый топ, живот, короткую юбку и бейшие чулки с черными тягами. В Иксе она это пытается съесть собаку, то борется с синдромом упущенной выгоды. И я без шуток и приколов искренне желаю ей выйти из выгорания и стать счастливей. Счастье. На ютубе сейчас затишье. Последняя нарезка была 5 месяцев назад, на момент написания текста, зато шортсы вылетают стабильно. Всем фанатам хардбаса, хоть и такого жанра и нет, ведь это Pumping House, настоятельно рекомендую ее пародийный трек Direct Box. Schau auf Twitch, was man so findet, sehen einen VTuber auf Crack, direkt Bock. Любовь к электронике в Германии была еще видна по техно-викингу. А еще советую заценить ее кавер на Prodigy Poison. Это разрыв. Своим работягам Ная дают уникальный шанс. Вы можете бесплатно стать витубером, просто морфировав в ее маскота. Присоединяйтесь к армии. Let's all love Ная. Кстати, она в курсе, что у нее есть небольшая фанбаза в России, так что смело залетайте. Meine russischen Wurzeln melden sich gerade wieder. Moment. Kyrillisches Alphabet. K ist ein K. O ist ein O. T ist ein T. Es wird wie Kotik ausgesprochen. Kot.
Danke. Das heißt Katerchen. Котёк! Март 23 года. Лайтмотив начинает расширяться. Новый набор, реклама, стрим с реакцией на ваши унитазы? Нет. Следите за руками. Чисто немецкая компания создает Йен-подразделение. 1 мая 23 представили Лафипи. Она небесный единорог. Как и звезды прошлого блока, Лафи не новичок. 4 года назад она уже пилила стримы с Вроид-моделькой, у которой уже тогда были розовые волосы и рог. К 21 году она переползла в 2D. В августе 24-го обзавелась шикарным 3D. Лафи полиглот. Немецкий, японский и английский в одном флаконе. Зацените ее кавер на Insane из отеля Хазбина сразу на 3 языках. Это сильно. Лафи доставляет бешеной энергетикой, как говорят у вас у зумеров, Бортик. Она комфортик. Hi guys. В ноябре того же года в пати залетает вторая участница с нетипичным для пати ником. Сюлань Лонг. Темный дракон, чьи рога вычисляют любого врунишку-пердушку, а глаза откроют истину, которую вы прячете в черепной коробке. Дебютировала в 21-м как вроид-витубер. У нее на спине татуировка дракона. В итоге мы имеем дракона с татуировкой дракона. Сюлань обожает летать по миру, но дико боится высоты. Парадокс. Ее стихия музыка. На ютубе полно каверов и караоке. Ее тембр это нечто. Лично я бы заценил в ее исполнении дуэт от Бао. Но Сюлань решила ультануть по полной. Она знает 5 языков. Английский, мандаринский, это который на Новый год. Кантонский, это если вы девушка, японский и корейский. Возвращаемся в немецкое подразделение. Лайтмотив запускает благотворительную акцию Light Up и собирает 27 тысяч евро для приюта животных. Респект. А следом к Джинджи и Наями выкатывают секретное оружие по имени Эш. Дебютировала она еще в 21 году. Сначала пыталась варстримы, но Эш чемпион по отвлекаемости, так что формат пришлось сменить. Лайтмотив ее анонсировали в марте 24-го. Она опасный охотник за головами с прицелом шафта из танков онлайн в глазах. Была, поскольку так хорошо справлялась со своей работой, что теперь живет на улице, собирает мусор и проникается жизнью бомжик. Ich stinke wie die Pest, so eine Scheiße. Da geht nichts mehr weg, oh Scheiße. Ich hab heute noch ein Bewerbungsgespräch. Модель Эш под стать нынешней жизни. Это же мой гриб! Длинные растрепанные волосы, банановая кожура вместо шапочки из фольги, шоколадки и бутылки, одежда порвана как жопы фанатов Филиан, изолента Белайда на руке, ошейник с цепью арго, кроксы в форме крокодила отсутствуют, микрочелепыздрик, маскот, енот Стинкер, которого можно назвать буквально вонючка, украшает ее трансляции. Самое забавное, Эш Не ешь. Фу, блять, фу нахуй. лютая социофобка. Для нее запустить Дискорд это уже паунс мортем, но при этом она стримит почти каждый день в категории Just Chatting. И да, она не скрывает своих странных пристрастий. Например, давить прыщи, особенно когда он у тебя на плече, ты его... Опа! И он лопается, как что-то Марго 69-го года. Я ёбнутый, бегите. Was für eine Scheiße. На данный момент Лайтмотив это машина. Они активны, посещают Докоми. Делают мерч и реально качают индустрию. Я тут без хейта, честно. Языковой барьер не дает мне залезть под ребра и вытащить грязное белье. Это у нас я могу всех раскидать, блядь. На, я бьюсь один в ринге, меня окружала стая гиен. Hier unten? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier mit... Nein! Июль 22 года на свет рождается Кахаэсио. С латыни это переводится как сплоченность. Это и является их основной философией и целью. Себя они позиционируют как первое корпоративное агентство. Блядская Росака добралась даже сюда. Основали эту братью Хикари Танака, Микото Фонпён и Эйлен Тачибана под крылом компании Монфлом Медиа. Это серьезные ребята, организация ивентов настолки. У них даже свой личный рекрубин и смешная подушка хихихи. 10 июля анонс первого классного страстного поколения Тагас Аквила. Просто Аквила. Название отсылает к созвездию Орла на латыни и открывает список Ая Суйка. Молодая девушка с нездоровой тягой к арбузам, настолько сильной, что ее волосы со временем просто порыжели. В своем маленьком доме на лоне природы она немножко играла в Хайзенберга, варила стимуляторы роста и лечебные зелья, характер милый, потерянный, неженатой. День рождения 8 сентября. Чуть-чуть не хватило. Любит кошек и поспать, не любит жару. Да, вот это солнце, фу. Но сейчас солнышко не видно, потому что солнышки смотрят это видео. А я сама себе режиссер. После первой вроид-модельки она сама нарисовала и заригала 2 новые. Посмотрите, как она забавно ходит, как брахюра.
Но хихи-ха-ха не вечный. Зайдя на ее канал сегодня, вы увидите только каверы 3-летней давности. Press F2 Watermelon. Следующие имена могут показаться вам знакомыми. Yes, они выходцы из почившего лайфа. Вы же помните, что я о нем рассказывал? Надеюсь, что да. Пизда. Посему я вкратце освещу, как они себя представляют в рамках нового проекта. Первое. Аска с Хофи Фай. Глядя на эту рыжую красавицу, можно подумать, ну типичный айдол, девочка и прилежная ученица, но в кулуарах шепчется, что она упавшая на землю звезда. Прямо как Шура или Сергей Зверев. И судя по ее голосу, эта теория не такая уже бредовая. Не от мира сего. Так говорят про Аску. Был ли этот слух правдой и обладал ли идол способностями? Следом идет наш знакомый Фрост Битарима. Цитирую. Ого, я вообще ничего не делал, ну охуеть. Чувак прямо как в Скайриме, я ничего не делал. Типаж Цундере не любит вот эти сексуальные движения ежи. Кума Широгане. Когда-то он был беззаботным белым медвежонком в стабильной среде. Любящие родители, уютная берлога. Пока в один вечер он не вернулся домой и не увидел их безжизненные тела. Словно на автопилоте он надел на себя отцовское пальто, которое было ему велико. Шли годы, медведь рос, и пальто в итоге село идеально, как будто всегда принадлежало ему. Теперь его волосы украшают 2 рыжие пряди в память о родителях, а единственная цель — найти убийцу и отомстить. Его типаж — Хияка Судеры. Самый понятный пример — Холо из «Волчицы и пряности». Не такой бестолковый, как этот вот. И это максимально странно. Очень забавно быть игривым и подкалывать всех вокруг, когда твои родители мертвы. Трейси, убей родителей. Будет сделано. Немецкий старитейл беспощаден, привыкайте. Кёта Акума, до того, как ее разум оцифровали, она была обычной канадской студенткой по имени Кая Тиара Робинсон. Жила себе, училась, пока не стала жертвой жестокого преступления. Ее убили казнью через просмотр моих видео. Всего через пару минут после инцидента с ней связалась ИИ корпорация и извлекла остатки разума, пока Кая догорала в больнице. Так родилась Акума, но есть нюанс, она не знает, что она просто кусок кода, а ее настоящее тело давно в земле. Ей запрещено давать любые намеки на ее смерть, чтобы система не выдала синий экран. При этом Акума обожает бриллианты, пушки и тачки. Сразу видно настоящий цисгендерный мужик с завода. Следом идет наша старая знакомая Нанака Ньяруса, молодая вампирша, которая живет в очаровательном готичном замке со своим домашним демоном. Это я. Ладно, это не я. У Нанака вечные синяки под глазами, человеческая часть не дает спать днем, а вампирская ночью. Не желая никому причинить вреда, она старается использовать вместо крови богатые железом альтернативы, такие как тяжелый металл, хардкор и дез-метал. Посмотрев Love Life, она решила стать айдолом. Танцевать не умеет, петь боится, но прет напролом к мечте о миллионах фанатов. Надеюсь, вы поможете набрать ей этот миллион. Стиль одежды кавайный, происхождение И последний участник Аквилы Кая Усаги. И какой сюрприз! Ой, спасибо, так нежно. Сестра, умершая от кринжа Кёта Акумы. В прошлой жизни ее звали Линнея Джейн Робинсон. И смерть сестры, напоминаю о моих видео, вогнала ее в глубочайшую депрессию. Линнея так и не смогла отправиться от горя. Павел Воля. Последнее, что увидела канадка в своей жизни, это яркие огни грузового поезда в паре сантиметров от лица. Короче, не пока летит голова. Да что ж вы все мрете, детишки убивают друг друга на свежем воздухе. Но перед тем, как окончательно отъехать, она успела договориться с той же самой корпорацией. План был надежен, как швейцарские часы, перенести сознание в ИИ, чтобы снова быть вместе с сестрой. Так родилась Усаги. В отличие от Акумы, она полностью осознает свою скорую смерть, но очень неохотно говорит об этом. Ее типаж Бикудера. Это такие милые, добрые персонажи, но физически настолько хрупкие, что их буквально об коленку сломать можно. Усаги обожает кроликов, какао и пенную ванну, особенно когда в этой пене сидит ее сестра. Из еды предпочитает моти и рамен. Стенд? Да. На этом список из пиписок первого поколения Аквилы закрыт. 2 ИИ-сестры зомби, вампирша с недосыпом и медведь-мститель в батином пальто, а оно ему как раз. Идеальный состав для витуб-агентства, не находите? Помимо самой Аквилы, внутри создали подпоколение Аврора. Да, мы засунули тебя поколение витуберов в поколение витуберов, чтобы ты смог смотреть витуберов, пока смотришь витуберов, йоу. Боже, какая шутка! В этот спецназ по вокальным приколам вошли уже нам знакомые
Нанака, Асука и Ая. За время своего существования девчонки успели дропнуть 2 годных трека Kyun, Vampire Girl и Let Snow. Казалось бы, КХС замутили летний фестиваль со смешнявками и стримами. В праздники типа Хэллоуина они также старались как-то тематично отпраздновать и навести кипиш. Много коллабов, много игр, много веселья. Но... Чё, напряглись, да? Да, бойсы и герлсы, тут тоже ситуация Summertime Sadness, ёпта. 7 января 23 года работягам выкатили пост объяснительную. Вкратце, запуск агентства случился на год раньше, чем планировалось. Негативные инциденты, хейт, завышение ожиданий и классика жанра, нарушение контрактных условий. Все резко и сразу. Гайки затянулись настолько сильно, что руководству пришлось расторгнуть контракт с участниками намного раньше срока. Империя, которую строили так красиво, начала рассыпаться прямо на глазах. Глава 3. Неожиданно на сцену выходит Кёта с полуторачасовым видеоразбором всей ситуации. Громогласное название, как YouTube агентство самоликвидируется, яко намекает на слом нарратива, фантасмагорию, которая в свою очередь незыблемо станет театром абсурда и гротеска, проще говоря, Филиппика, а если еще проще, кидание какашками в друг друга. Ух ты ж, блядь! Ребята, я посмотрел это полностью, постараюсь кратко расписать основные тезисы. Во-первых, сия пост о закрытии агентства просто фикция, о нем не знали участники, а некоторые люди, которые прилагали пруфы о том, что за последние 2 недели кроме сингла Let Snow ничего не было, отлетали в бан. Суть тут проста, пост просто отредачили, якобы он 7 января на сайте висит. Аргументы управляющих были просты, они просто забыли выложить пост о закрытии в Твиттер, и аудитория его не увидела, а когда с них начали спрашивать, ответ убил. Я не тот человек, с которым можно связаться для веб-сайта. А теперь объясните мне, если вы управляющий директор, то кто за это отвечает? Во-вторых, агентство действительно запустили на год раньше. Они встретились с хейтом, что в интернете норма, а вот про нарушение условий контракта наеб по фазе. Кёта тут говорит, мол, если мы нарушили, то покажите фрагмент, где мы нарушили, и пункт договора, который мы нарушили. Помимо этого, самим участникам не предлагали расторгнуть контракт раньше времени. Их даже не уведомили о расторжении. Почему вы должны предлагать нам уволиться? Возможно, у вас есть аудиозаписи. Я не возражаю, если они будут опубликованы. Или покажите мне то место, где вы сказали, что предлагаете нам уволиться. В-третьих, цитирую, для нас эксперимент завершился ровно через полгода, поскольку таланты оказались непригодными для работы в агентстве. Это довод управляющих, которых Кёта снайпит в полете, хватая за жопу с целью сделать кути-кути. Она прилагает пост, в котором Ока-сан, это человек, который отвечает за управление талантами, тоже выдвигает пост. Давайте посмотрим на это. Кио задает вопросы. Вот так. Я уже перестала работать в Кваже в конце сентября, так как моя мини-работа не позволяла мне должным образом управлять талантами. Конец сентября. И управление на менеджере. Дальше Кёта устраивает БАО, подкрепляя постами одной из основателей Айлин свои аргументы. То есть человек, который должен управлять, съебал еще в сентябре. С октября кто-то должен управлять талантами. Логично, основатели, как самые близкие в агентстве, должны хотя бы временно занять эту роль или найти кого-то на замену. Но у них, наверное, отсутствует время. Зато из них хуёво так много времени на путешествия и приключения. Некоторые посты там буквально с разницей в пару дней появляются. Чтобы вы понимали, с октября, когда нужно было решать вопрос, и до декабря, когда вот-вот январь и появится тут злополучный пост, мы наблюдаем страшный ебальник из резины. Ну спасибо, что хоть вспомнили, чем управляют в своем, блять, очередном путешествии. Под конец Кёта процитировала классика и его трактат «Почему». Еще раз прошлась потому, что последний пост не более чем попытка сесть на уши аудитории, докинув еще, что лого, которые были сделаны для каждого участника, имели автора просто бесплатные ассеты, которые чуть-чуть подкрутили. У нас, кстати, Фру-Фру также под себя сходили, давненько, конечно, уже, когда они купили новый логотип, а это все дорого, ужас. Там тоже сразу спросили Сапездова, когда нашли то самое новое лого Фру-Фру, которое бесплатно можно взять в пользование. Два варика, либо гей решил понтануться деньгами, либо они рили заплатили и их просто кинули на деньги. Что до КХС, Хикари Танака сказал, что все косяки после
октября, это потому, что они дали слишком много свободы талантам, что очередная попытка уйти от ответственности, а вброс про запуск новой программы «Оригинальные таланты» и прием заявок не случился. Некоторые участники после прекратили свою деятельность, а кто-то продолжил. И, возможно, с ними мы еще увидимся. А что до меня вообще в этой истории не было, кек. Но наш хронотриггер уже тикает дальше. Июньская ночь 23-го года. В темном переулке загорается новая неоновая вывеска. Что бы это могло быть? Глава 4. На календаре 23 июня 23 года. На сцену выходит Вибрант. Это не агентство и не компания, но имеет четкую структуру и свой стиль. Вместо поколения у нас команды, вместо пресловутой цели сделать витубинг в Германии лучше, их цель сделать лучше себя и сделать контент на профуровне, даже несмотря на то, что это хобби. На момент написания сценария у нас в патронаже 5 команд, но на днях анонсировали еще несколько участников в виде яичек. Смешно. Ладно, кликаем на член и погнали. Первая команда Гакумы. Да, балбесы, вы угадали, мы снова их встретим. Кёту, Вампера, Мишку Гами, арбузную маньячку, Аску из Евангелиона. И я сам был приятно удивлен. Когда мы вроде закончили с КХСио, я сижу и думаю, блядь, 15-я страница текста. Я заебался! О ком дальше писать? И тут я снова вижу их. Я считаю, что намного интереснее рассказывать об одной команде, об их виртуальном приключении. Ведь они становятся ближе. Вообще-то твой член упирается мне в зад. И мы ими проникаемся. В отличие от мимолетных описаний витуберов со смехуечками, которые вы видите на протяжении этого полнометражного, антуражного, бумажного, трикотажного Белорусский трикотаж. фильма для всей семьи в стиле Монти Пайтона. Команде Акумы помимо нее еще 2 кадра. Первый — Бальтазар Фауст, распутный орк и фанат швабской кухни. Это такая сытная нямка из натуральных продуктов. И я нашел один рецепт, который советую всем попробовать. Он называется «Кислая требуха». Мотивация нашей зеленой эмо-помидорки — месть. После смерти госпожи он решил призвать самое ужасное существо в мультивселенной, чтобы внести смерть врагам. И он призвал интернет, который его и поглотил. Контента на ютубе 0, тип Деры, перхоть. С такими патлами-то неудивительно. Второй сокомандник Черри Соды. В свои 27 она не застрелилась, а примкнула к Вибранту на самом старте. Дерзкая, энергичная, на артах вообще факи тычет, быдло получается. Любит караоке, киберпанк, НСФВ и беспризорников мужа. Я не шучу, так в переводе, так что бомжики, берегитесь, она уже вышла за вами. Но неожиданно Черри все, Сода без газиков, теперь ее зовут Куви, она больше не Жижа Заяц, она Малах. Плюс. Серафина Люксиэль, избежавший ангел, которая променяла охоту на демонов на аниме-сериалы, Бобу, а где же Биба? Гачи, ММОРПГ это Динси, ее миссия заключалась в экзорцизме на земле. Блять, я тебя захуярю. Но порно оказалось сильнее. Чего, бля? Это что за хуйня? Нихуя. Ныне она сычует, сидит на урке, и ангельская миссия. Да ну ее нахуй, короче. Лучше хавать бич-пакет и стримить. Wo finde ich mehr? Команде Акумы предстоит напряженная борьба, и Вибрант это чувствует. Они рвутся вперед с невероятной энергией. Проще говоря, братва рвется к власти. Команда Кира-Кира, лидер здесь... сука. А ее главный соратник Шинуэй Астра, примкнувший к движухе в 25 году. По лору был обоссан и унижен обществом. Лох! Цветочный! Отстранился от мира, а после вообще пропал. Но после вернулся, хз откуда, он основал бар с живой музыкой «Бездна». Место, которое, как ему казалось, нигде не существует. Место для тех, кто не мог найти свое место в мире. Музыка его отдушина, его правда, его язык. Надеюсь, это не русский рэп. Тем чудеснее, что в команде Кира-Кира он нашел место, где можно быть самим собой. Возможно, именно этот контраст делает его здесь таким эффективным. Пока другие излучают позитив, он приносит спокойствие и глубину. Мелоди Микари. Внимание, Милфа прямо по курсу. А где? Ее возраст более 10 тысяч лет. Была, значит, богиня звезд Микари. И однажды пробудилась она от голоса девушки, чье желание было дотянуться до звезд. Другие боги толсто троллили Микари и запретили исполнять желания. Впоследствии на смертном одре богиня усомнилась в своем предназначении. Стелла сгорела и замкнулась в себе. С 23-го года в Вибранте. Ей нравятся милые вещи, люди, ужасы, животные и логичные исполнения желаний. Господи, бедная девочка хотела помацать небо, ей не дали, ёбаный в рот. Не любит несправедливость
справедливость, обувь и невозможность помочь. Как у нас все пересекается. Это вам ни до, ни дарка, тут думать надо. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Ее любимая нямка, нигири и доширак, любимый напиток вода и чай со льдом, увлечение пения, танцы и готовка. Сохраняя традиции, Аска, как пивунья, собрала команду людей, которые тоже связаны с музыкой. Вспоминаем те же Guitar Hero моменты Шина, который в команде может быть с собой, и пение Микари, которые предлагают всем отдохнуть под звездами и попить чай «Золотая чаша». Третья команда Комареви. Посреди лесной поляны у ручья, в старом доме на обочине, стоит, значит, домик, от которого доносится аромат свежеиспеченных люфтвафель и горячего шоколада. Говорят, заблудшие души находят здесь приют у лесного духа. Этого духа зовут Крёнхен или просто Корона. Имя породистое, кстати. В Германии есть такой город, а еще минералка, которую жена Льва Толстого нахваливала в своих дневниках еще в 19 веке. Так вот, Крёнхен. Немного потерянная, местами неудачливая, обожает суши, рамен, какао, Ебаный какауку в дупе! Я пирдуле! и ДНД в списке ненависти, чай, лето и ДБД. Увлекается едой, лучшее хобби, я считаю. Второй — Лиссандр, мотыль-библиотекарь. В волшебных землях жило существо, хитрое, красноречивое, инфо-цыганское. Ненавижу, блять, цыган. Однажды на каких-то состязаниях его раскрыли. Дабы спасти жопу от анальной кары, он тпшится в наш мир, приняв облик и имя юноши. Живет теперь как хранитель необъятной библиотеки, спрятанной в старой башне. В Иксе показывал, что собирается съесть пчелу, которая видела некоторое дерьмо. Потом решил стать добрым и позитивным. А после выкладывал себя в костюме горничной. Ну, чё сказать, Европа... Пидар, знакомьтесь с Мелоти. Ох, лорд тут большой. Жила знатная пара, родился у них спиногрыз, все было годно, пока не наступила тьма и хаос. Фильм 2005 года захватил разум другой богатой семьи, и она решила нанять Орду, чтобы напасть на нашу благосклонную пару. Заварушки! Окончилась трагедией, спиногрыз умер. Пара разбила... Ебало. Пара разбила в память большой сад и посадила вишневое дерево. Прошло много лет, секунды две, после того, как случилось чудо. Листок вишни упал в пруд, и из него родился маленький аксолотль. Реинкарнация убитого ребенка не меньше. В ходе своего кругосветного путешествия этот розовый челик заблудился в лесу, где его и подобрала Крёнхен. «Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу», сказала она и накормила его теплой едой. Мелоти решил: если хочешь остаться, то останься просто так, и прописался в Комареве. Мелоти дропает каверы уже 5 лет, и, честно говоря, это звучит очень годно. Из еды предпочитает сливочную пасту со шпинатом и булочки улитки с курицей. По характеру типичная Хадзидера, но это как Хината Хьюга из аниме Блич. Четвертая команда в нашем списке Мочи. Возглавляет ее знакомая нам уже Нанака. Сюда же как гиш перетекла Ая Суйка. О ней стоит сказать отдельно. Ая сменила имидж, теперь ее волосы снаружи черные, а внутри розовый. И это не просто упавшая банка с краской, а глубокая метафора ее стойкости и внутреннего сияния. Это символ того, как она прошла через все испытания и стала сильнее. Стронг нахуй. Ая буквально излучает свет даже в самые темные времена. На сцену выходит Лиара Забулус. Помните, я вначале говорил про тизер в виде яичек? Так вот, Лиара как раз таки из их числа. Она Киджо, демоническая женщина с огромным сердцем и еще более внушительной решимостью. Она выросла в деревне, где все жили мирно, пока страх и предрассудки не превратили ее дом в пепел. Но вместо того, чтобы впасть в депрессию, Лиара Забулус, нашла приют в древнем храме. Она превратила его в убежище для всех угнетенных. Сострадательная, отважная, настоящая Лиара Among Us, то есть мать Тереза для демонов. Несмотря на то, что ей 39, Лиара Сас сохраняет спокойствие. По характеру она гремлин. Забывчивая и замкнутая, обожает кошек, азартные игры и некий зокки. Я загуглил, одни говорят, что это холодный андалузский суп, другие, что это группа армян, которые в нарды гамают. Выбирайте вариант по вкусу. Любит суп из лука парея с сырным фаршем, а вот что ненавидит, так это ложь и пряники. Тульские пацаны, выходим раз на раз нафиг. Лиара принесла в команду Мочи не только силу, но и ту самую нежную душу, которая символизирует тепло и сплоченность. На латыни сплоченность звучит как Каэхэсио, кстати. Вместе с Нанака она расширяет зону безопасности команды, и вместе они покажут, что даже из боли может вырасти нечто прекрасное.
Это может навести вас на мысли, что не надо вот это вот все. Долой уныние, мотивацию нужно поднять. Пятая команда Сенши рулит здесь старый знакомый Михаил Морозный Коготь Кира Гармаш, и в его отряде два крайне любопытных кадра. Первая Йосика, или просто Шика, девчушка, которая буквально выпала из книги. С тех пор она блуждает по нашей реальности в поисках своей истории. Долгое время Шика жила как истинный сыч, избегая людей, пока не нашла приют в Витубинге. Теперь она исследует новые миры, наполняя их своим воображением. Главное, чтоб ее воображение не попало по статью 228 УК РФ нафиг. А пока Йосика пишет свою собственную историю вместе с другими, страницу за страницей, день за днем, ночь за ночью, вечер за вечером, утро за утром, пупа за лупой. Характер хаотичный, как бифотоны. Она обожает ролевые игры, ужасы и написание РПС. Для тех, кто в танке, это фанфики, где реальных людей шиперят в самых разных позах. Так что забираю извинения назад, та еще извращенка. На ютубе она балует реакциями на хайп-темы и жесткой посекундной аналитикой отеля Хазбин. Эксперт получается. Второй в команде Сенши Элдрич. Он уже мелькал у нас в 2021 году в составе The Life, но теперь он официально повелитель ваших снов. Ну и утренних полюций. Да, Миша, это я про тебя говорю. Миша, скажи, что ты такой умный? За пару лет Элдридж знатно обновился, заимел модель и примкнул к Вибранту в 23 году. Он все так же обожает хорроры и рамен. Из любимых кинчизов выделяет охотников за привидениями. Жалко, что не мульт. Да, мужики, это было еще до ваших альтушек, эмочек, ванилек и так далее. Да. Было время. Итог по Вибранту прост. Вибрант — это пример того, что даже без компании Big Money можно поддерживать качество. Да, минусы, конечно, будут. Например, оформлению команды Нанака это отпал Дизинга. Да, прочитать-то можно, но вот перевести Яндекс картинку не распознает для перевода, а мои немецкие ограничивается только «Злюкин, собакин, за яйца, клац-клац». Танкешон. Вибрант находится в своей нише, им нужно еще поднатореть, подрасти, а для вас это возможность ознакомиться с витуберами, которые еще не популярны, и проследить за их свершениями в будущем. После Вибранта... Так, что после Вибранта? Я столкнулся с траблом, нету инфы вообще. Я решил обратиться к немецкому веб-журналу BeauTV. Это место, где команда ребят собирает всю информацию всей Deutsch-сцене. Там и интервью, и дебюты, и новости. Мое логичное решение было прошерстить архив и просто найти инфу. Но инфы много, очень много, а мне лень, очень лень. Я написал одному из парнишек, которые там были. Он говорит, что его там уже нету. Я пишу, мол, я не могу написать в Твиттер. Холодная Россия не пускает. Он мне дает контакт Пикспия, человеку, который в журнале работает. Я ей объяснил ситуацию. Она одобрительно кинула смайлик «Мусклес». My muscles. Я понял, что все в силе. Заебись. Команда BeauTV согласилась помочь. Поэтому им тоже отдельный респект и уважуха за помощь и оперативность. В марте 23-го появился Digitail. Команда выделяется тем, что состоит исключительно из художников. Некоторых вы уже знаете, например, Джун Эвегрин. Ага, настоящее имя, наверное, Лиу Джин. И вонючку Эш, которая смеется и не моется. Новые лица в лице... Спасибо за тавтологию. Пожалуйста. Что? Первая Йоничи, витубер аж 20 года. Люди говорят, что она годно рисует, но сама она в этом не уверена. Также она поет. Каверы на ютабе, мерч на сайте с мерчом, что логично. Du brauchst dieses Materialistische gar nicht, weißt du? Oh. Дальше Люсиэла Кэллум, пацанка-оборотень, рожденная из розы в самых глубоких недрах ада, воспитанная 3 правителями преисподней. Она сеет хаос и смуту. Блять, теперь ясно, кто в этой хуйне виноват. Продолжение будет? Будет. Черт! Люсиэла может принимать любой облик, но комфортнее всего ей в теле розового дракона. Ее имя? Что ж, ее отцы... У тебя 2 отца. Зовут ее Сиэль, но ее настоящее имя пока остается скрытым. Прется по покемонам и JRPG, часто мелькает в джаз-чатинге и логично в категории искусства. И последняя художница Юху Бэй. Она щенок с кошачьим характером. Хочу ее процитировать. Я не смешная, но все равно смеюсь над своими шутками. Как вы поняли, мы имеем дело с очаровательным ебанько. В хорошем смысле этого слова. Она очень доставляет, у нее такая задорная энергия. Она прикалывается, ей нравится болтать всякую чушь, за что ее и любим. На ютубе контента нет, поэтому довольствуемся джаз-чатингом и игрой в Майнкрафт. Digitail в деле уже 3 года. Даже на Дакоме выставлялись со своим стендом. Вы, кстати, можете купить Эш в банке, чтобы попытаться сесть на нее. К сожалению, анкет и сайтов у них нет, так что инфы
Нихуя. Но я надеюсь, вы зацените их творчество. Oh mein Gott, Schuh, du machst dich krank. На этом 23-й год в нашем лонгриде официально заканчивается, но не видео. Мне тут еще писать и писать кипятком. Переходим к этапу новейшей истории, 24-й год. Назад. В будущее. Глава 5. В 24-м году на сцену выходит Джайо Химе. Она дебютировала еще в сентябре 20-го, как девочка-волшебница. Сначала стримила на английском, но во время просекла, что 90% ее зрителей немцы, и технично переобулась в полете. Джаю self-made woman, ее уютные арт-стримы и сама модель от и до чисто ее рук дело. Но хей, этого Джаю было мало. В поисках уникального предложения для немецкого сегмента она выходит на сцену, в прямом смысле этого слова, с проектом VTuber Star Awards. У всех хейтеров нашего комьюнити от этих слов колики начинаются. Да, это полноценная премия для немецких витуберов. Почему в Германии до этого додумались только в 24-м загадка, но реализация топ. В отличие от многих других авардсов, тут каждая категория имеет 3 победителя. Скрытая звезда, восходящая, сияющая, в зависимости от охвата. Идея хорошая, прошло уже 2 премии, и Джа там бессмертная ведущая. Но и это еще не все. Спустя месяц после запуска Авардса она выкатывает Shine My Star. Тут уже сама задумка интересная, сделать карточную игру с немецкими витуберами, в которой вы собираете колоду вокруг своей звезды, и используя карты атаки, поддержки и заклинаний, вы пытаетесь снизить здоровье врагов до 0, чтобы ваша звезда в конце засияла. Да, концепция известна, но ведь это и вправду круто, когда можно собрать пати из своих любимых витуберов и устроить зеркраш на здоровье противника. Играют они и через вебку в Дискорде, и в Тейблтоп симулятора можно устроить партейку. В первом наборе было 99 карт, 65 из которых витуберы. Интересный факт. У нас тоже пытались такое сделать, если не изменяет память, но кроме нескольких артов под манер карточной игры ничего особо не появлялось. А жаль, я бы был картой, которая ссорила бы 2 карты в команде противника, понижая их статы. Жду нашей адаптации, ребята. В декабре 24-го появился тоже интересный проект Puff CTV 3. Йоу, ага. Это не просто стримеры, а полноценный айдол-проект, заряженный страстью к музяке. В своих неебических симфонических шоу девчонки перепевают все, от классики аниме до вокалоидов. Благодаря такому музыкальному термину, как гармония, их голоса ласкают ваши ушки, а танцевательно-вращательные движения на сцене не дадут заскучать. Танец каждой песни, выступление в каждом городе, даже в Кисловодске. Их цель — вытащить вас из унылой бытовухи и заставить сиять. Разберем состав этого святого триумвирата. Первая — Мелоти. Вы ее уже знаете, выходец из Вибранта. Здесь она лидер. Хуяли, я представитель группы Лес. Основатель и главный двигатель V8 Twin Turbo N63. Мелоти тащит на себе все: вокал, сведения и соцсети. Она то самое связующее звено, которое бьет остальных по рукам и попе за дедлайны и организует встречи. Короче, крутышка. Вторая — Киана Синабун, фури-вокалистка. Ее чистый как трек скриптонита голос — украшение для группы. Киана отвечает за хореографию и креатив, но главная ее мощь — музыкальный слух. Она помогает выстраивать те самые жесткие гармонии, от которых у слушателей бегут мурашки. Короче, гармонишка. И третья — Кэтлин, девчушка-говорилка с прокачанным красноречием на 100-й уровень. Она голос группы в переговорах и автор немецких текстов для каверов. Благодаря своему теплому голосу она часто исполняет глубокие гармонии или основные вокальные партии с меньшим количеством фальцета. Короче, болтушка. Puff CTV 3 — это про искренность и фанатизм в лучшем смысле слова. 1, 2, 3, Если вам не хватало качественного вокала на немецкой сцене, то эти девчонки могут закрыть вопрос. Но не думайте, что наше трио вывозит все в одиночку. За спинами айдолов стоит невидимый фронт. Во-первых, это Кицунари, он же Петян или просто Кицу, мозг и продюсер группы. Он шарит в гармониях, доводит немецкие тексты до идеала, и раньше всех разглядел талант Мелоти. Во-вторых, Були. Официально он оператор и помощник на концертах, но по факту это батя всей группировки. И именно он следит, чтобы во время 10
10-часовых тренировок никто не свалился в голодный обморок. И, наконец, Лилину. Отважная маленькая портниха. Она шьет сценические костюмы для Мелоти, Кианы и Кэтлин. Ребята, это не масс-маркет с Валберис. Это настоящий инди-пошив, ё-моё. С командой она много лет. Все они такие няшки, прямо прелесть. Обожаю. В 25-м году они с шумом прокатились по 7 городам, зажгли на всех конвентах и фестах. А в 26-м... Ну вы поняли, вас ждет еще больше смачного контента. Так заканчивается 24-й год. Да, на агентство не такой сытный, как и в целом ютубинг на тот момент, но доставляет интересными проектами. Последняя глава, господа. Я пишу это буквально 31 декабря. У меня же сейчас холодная зима, а за окном бьет праздничный салют, оглашая конец первой четверти века. Как начался ваш 26-й, можете расписать в комментариях. Будет интересно почитать. А пока нам не хватает немецких агентств и симпотных витуберш, может, с этой проблемой Герсена справится в будущем? Февраль 25 года открывает новое агентство Цукио-Ви, коллектив из 4 особ, с которыми у меня случилась занятная, история. Агентство новое, информации за год будет меньше. Я заскочил к ним в Дискорд, в надежде, что мне расскажут и покажут. Ты что показывал? Я не показывал. В чате расписал, что вот, мол, делаю видосики. С одним из модеров даже лампово пообщался. Одна из девчонок меня услышала и сказала, что все капренда. Как только будут все в сети, они обсудят мои вопросики и дадут ответы. На это мы порешали. Утром под кофеек я решил глянуть, что там да как. И вдруг не могу найти их сервака. Я думаю, а какого хрена? Начинаю писать одну из девчонок, а дальше цитата. Мы обсудили это вчера, и, к сожалению, с нашей стороны в этом нет особого интереса. Мне жаль, но мы по-прежнему желаем тебе успехов в твоей работе и в том, что ты продолжаешь делать. И смайлик милый. Кикнул меня какой-то модер, и вроде приятно, и вроде послали. Да, я понимаю, я не самый приятный парень, и они не обязаны давать мне информацию, поэтому заранее сори за скудный блог про них. Сам концепт команды в их мистике. Страшно? Обосрался! 5 октября нам представили Ака Ягами. Пандочка готова устроить вам уютный хаос от ММО, шутера или ужастика. Все будет четко, зырьте. Ее контент в основном посвящен Final Fantasy. Она активно ведет свой канал на ютубе и регулярно участвует в фанатских кавер-проектах. Певица ртом вашему вниманию. Противиться вот этих ненавистников, всей швали, моих критиков, моих завистников. Также имеет дикую ненависть к клоунам. 12 октября появилась Хошика Лайт. Она звездочка, которая летела мимо, но все-таки упала на землю. Она самый творческий ум их пати. Как фрилансер, она работает над 2D-моделями и вдыхает в них жизнь. Рисует смачно и не чавкает. А также известна своими каверами, которые ей и ее сообществу очень нравятся. Изначально вела канал на английском, после уже появился ее гер Twitch. Старается активничать везде. В Твиттере есть арт с оголенной сиськи, но я вам его показать не могу. Но в моем телеграм-канале вы можете рассмотреть все досконально. Актив у нее больше на английском Твиче. Там она и ригает, и играет, и рыгает. В правилах канала запрещает расизм, гомофобию и сексизм, что меня очень огорчает. Я так люблю секс, что меня можно даже назвать сексистом. 19 октября заспаунилась Михаил Астра, она же... Михалыч, звездный дракон, лора нет, и знаете, в этом есть свой кайф, когда все идет не по плану. Михалыч рубится в РПГ. В ее иксе много врат Балдура и Final Fantasy. Она называет кей-попи хантеров абсолютным хитом и пересмотрела его уже несколько раз. Согласиться с ней я категорически не могу. Кстати, Михалыч не стесняется жестко угрожать своим подписчикам. Цитирую: «Если не произойдет чудо, то трансляции не будет». Но чудо произошло, вы сейчас его смотрите. Ну и наконец, ласт, последний витубер Цукио-Ви. И, пожалуй, единственный, кто реально запарился над своим описанием. Я не говорю, что все остальные фу, но искать по ним информацию намного сложнее. 26 октября появилась она. Ее не зовут, она сама приходит.
Лу Люксарис. Еще 3 года назад мелькала как витубер, но сейчас обрела свое истинное лицо. Давным-давно в глубинах леса, за тенью деревьев, есть тайное место, где нету людей, нету машин. Там свежий ветер со свежих вершин. В маленькой лисей норе родилась маленькая лисица по имени Лу. Ближе к экрану You Are Dead, чем к жизни. Но когда ее мать отдала свою жизнь звездам, Лу возродилась под их светом. Уже не животное, не совсем человек. А дитя луны и звезд. В одиночестве в лесу она научилась принимать силы небес, исцеление, свет, тень и шепот растений. Но только когда в ее жизнь вошел сверкающий сова-медведь Скай, она нашла свое истинное предназначение. И рядом с мелким покемоном Лу превратилась в хранительницу леса, лунную ведьму, благословленную звездами, поддерживаемую жертвой любимой Мутыр и зовом ночи. Короче, говоря о том, что представляет из себя контент Лисы и характер ее стримов, она специализируется на уютном сюжетном контенте, всегда щепоткой звездной пыли, осуждаю, и магией, осуждаю. На ее стримах вас ждет разнообразный контент, джаз-чатинг, пение ртом, рисовательное рисование и красочная смесь игр. Неважно, кто вы, нормальный человек или фанат рубитуберов, или женщина, заглянув к ней, вас окутает православный кайф. Вы успеете расслабиться, посмеяться и насладиться волшебством звездного неба. Ее цель и ее борьба создать безопасное и теплое пространство, где каждый почувствует себя желанным гостем. Лиса верит, что даже делая маленькое дело, можно сиять, как мерцающие созвездия, и она имеет дикое желание поддержать вас на этом пути и поделиться своим с вами. Вообще, помимо стриминга, она любит погружаться в книги и открывать для себя истории, такие же очаровательные, как звезды на ночном небе. Бля, возможно, это слишком хуёво получилось. Стыдно теперь как-то. Бля, извините. Подводя итоги под Цукиёви, ребята держатся особняком, мутят совместные стримы и стараются активничать. Жаль, что меня кинули через хуй, и инфы получилось мало, но Лиса порадовала своим сайтом и проработкой. Это крутая практика, которой многим не хватает. В марте на арену выходит V-Collect. Это новостной журнал по Витубу. Помимо постов, ребятушки запустили новости в видеоформате. Основатель движухи Зента Кори, человек извне, без виртуальной модели, зато с руками монтажера, редактора и оператора. Как он сам говорит, делает не профессионально, но достаточно профессионально, чтобы извергнуть из себя V-Collect. В новостных выпусках частенько мелькают разные витуберы. Расскажу о некоторых. Например, розоволосое ушастое чудо по имени Луна. Она дебютировала в сентябре 2021 года. И что тогда делал каждый начинающий витубер? Правильно, вроет модель с ЛГБТшным пинстрайпом. Wenn die Rhabarber-Rhabarber-Rabars Baren ihre Rhabarber-Rabars-Barbaren Классика. Но время шло, Луна обновилась и собрала свою базу. На ютубе она не просто перепевает чужое, а дропает оригинальные треки. Респект и уважуха. Луна успела дропнуть несколько СМР-роликов. Также меня приятно удивило наличие не просто нарезок, а каких-то плюс-минус полноценных видео. Тут, например, она говорила, что ютуберы популяризируют теребоньковый контент. Не знаю, это была просто фраза на бум или локальный мем, но вот у нас говорят, что за моделькой девочки сидит Олег 40 лет. Луна сказала, что на самом деле за ней может сидеть старый 84-летний следопыт Герберт. Хихихаха. К сожалению, без филиан не обошлось. Луна засветилась, у нее нашел талантов. She's a real life druid. So scoopable. В третьем выпуске новостей V-Collect заспавнилась Химичи. Дебютировала она еще во времена VR Idol в апреле 2021 года. Ортом эпический. Была планета Терра, на ней существовало не ебаться магическое королевство, в котором правило разнообразие рас, пивоводка и харбас. Все типы жили в мире, но там, где есть свет, обязательно появится тень. В глубинах леса жила злая волшебница Ида, импостер по призванию и просто неприятная личность. Она смешивала боярышник с газировкой колокольчик, водку с пивом, фури с футанари, только для того, чтобы уничтожить королевскую семью. Когда Иду прижали к стенке, ей осталось только рвать когти в портал. Время как будто замедлилось, минута стала как 60 секунд. В эти секунды тишина такая густая, что даже чуть-чуть
очевидно, но никто не заметил, как маленькая любопытная бабочка, голубая морфа, влетела через окно и попала в портал. Очнулась бабочка уже на земле в виде девушки, лежащей с голой жепой на обочине темного переулка. What the fuck, motherfuck? Сука, блядь! Подумала она, где злая волшебница? Я хочу вернуться в королевство и снова стать бабочкой и кайфовать. Но как ей найти волшебницу в таком большом городе, в Иркутске? Оглянувшись, она увидела стенгазету. Мы ищем тебя, стань айдолом и общайся своим голосом со всем миром. Поняв, что именно она должна стать этим голосом, так начинается история Химичи, синей бабочки Морфа. А ты, брось булку, готов присоединиться к ней в этом путешествии? Начав с Фройд-модели, Химичи уже на тот момент имела все шансы на успех. На ютубе активничает как только может. Песни, каверы, нарезки, видосы, что-то типа подкастов. Там и Жинжа засветилась, и прошлая девчонка Луна. К сожалению, списаться с ней я не смог, поэтому накинуть вам интересных фактов не могу. Кстати, в ленте Виколекта я увидел пост с плохими высказываниями витуберши Эленор. Ужасный человек на самом деле, потому что она трансфобка, которая была уже предана анафеме. Эленор, я с тобой, пошли эти трансы на... Так, стоп, а вдруг это им понравится? 16 марта 25 года на свет рождается Несвященный Союз, или просто Унха. Основали этот альянс трое: Раэлия, Хашимидзуку и Кайт. Цели работяг — это стримы и ивенты, но особый упор на благотворительность, например, День памяти трансгендеров. Продолжая делать добро, Союз также проводит благотворительный стрим — Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Это тоже хорошая цель, нужно быть всегда в ударе. Теперь познакомимся поближе. Хашизуки — немецкая витуберша, которая дебютировала 20 февраля 2025 года. Она является членом Несвященного Альянса, говорит на немецком и английском языках. Ее фан-клуб называется «Посетители храма». Она известна прежде всего своим развлекательным контентом, благотворительными мероприятиями и как ведущая утренней программы «Храм утром». Фрэш Лекси — милая девчонка. Она регулярно стримит с 24 года и с августа 25 является частью Несвященного Альянса. Ее основные игры относятся к Nintendo, но время от времени она покидает культ Nintendo и играет в другие игры. Дед наступает в обществе! Следующий член Альянса — это Кейт. Вот что она себя говорит. Я современная вампирша-витубер. Я уделяю особое внимание гачи-играм. Я обожаю Юри. Мне нравится покусывать других. Следующий участник — Зукер Штифт. И вот что он говорит. Привет, я Зукер Штифт. У меня есть арт, настольные игры и ролевые игры. Время от времени я играю в игры. Много смеюсь и плачу. Как видите, у нас тут интересная личность. А следующая участница — это Раэлия. Слушайте следующую цитату. Я в Альянсе. Женщина для грубой работы. Грубая работа, которую витуберы часто избегают, это политика, события в Германии и в мире. В качестве компенсации у меня вы найдете фэнтезийные ролевые игры, будь то в игровой форме или когда я увлекаю вас в другой мир. Астролиния. Привет, я Астра, маленький мотылек, и это мой волшебный лес. Не стесняйтесь проводить время со мной, веселиться и делать это место чем-то особенным. Что еще лично от себя могу добавить по Альянсу? Во-первых, это тоже одни из тех, кто предоставили мне информацию лично, с кем я смог списаться, что-то обсудить, задать вопросы и получить напрямую от ребят информацию. Спасибо им большое за это. Плюс ко всему, на их Discord-сервере я провел больше всего времени и как-то пытался на своем ломаном английском о чем-то поговорить с ребятами. My English, 5 words. Hello, bye, you cutie, you perfect и Mortal Kombat. Глава 6. Сентябрь 25 года должен был порадовать вас командой Лостай, но не порадует. И сейчас я расскажу почему. Как вы поняли, мой поиск инфы — это путь боли, 12 шагов и 4 позиции Бруно. Я по ссылкам ищу людей в Иксе. А поскольку в России заблокан X, мне приходится искать Discord, чтобы написать уже там. А поскольку в России заблокан Discord, мне приходится брать ссылку с ПК, кидать себе в ЛС, после заходить в
телефона, на котором работает VPN, и проходить капчу, потому что с ПК она не проходится. После я уже, используя переводчики, пытаюсь построить диалог и поспрашивать для вас всякую инфу. Так вот. Нашел я Дискорд, пытаюсь зайти и вижу, что с сервера меня выкидывают. И я продолжаю контрнаступление. И вдруг мне пишет тип с ником Зурет. Он лаконично предложил пруфануть, что я не бот. Но я по-быстрому стукаю в переводчик, но сообщение отправить не могу. Потому что снова, блять, вылетел с сервера Зурет. Ебобаный ты козел, блять. Ты ебаный сын Хюль. Не удосужился проверить мой профиль. Я с 17-го года в Дискорде. Ссылка на свой Twitch, YouTube и пабликом ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь. Ты маленький гандон, не подумал даже толикой своего маленького германского ума, чтобы 2 раза нажать на блядскую компьютерную мышь. Ах, хуй с ним. Фу, блядь. Подумал я и решил написать витуберу в ЛС Твича. Сижу я и жду. Написал по-доброму, мол, добрый день, хочу узнать, состоите ли вы в Вилостай. Ответ убил. Через пару минут меня забанили и на Твиче, поэтому что там у них, как дела, нормал, нупон, я без понятия, мне похуй. Также поведаю такой штуки, как групповые проекты. Я упоминал Висмайл в разделе за 21 год. Расскажу поподробнее. Когда случается проблема, разные витуберы, как инди, так и команды, объединяются и встают как Бенджамин Блюмхен на защиту пострадавших. Путем сбора шекеля на благотворительность. Основателями выступили Леодель Юли, Киичу и Фрау Маузенбергер. Сейчас в Висмайл новый состав, и старичков там только Леодель. За время существования они помогли жертвам наводнения в Германии в 21 году. Собрали в 22-м средства для немецких исследований рака и привлечения внимания к важности этой болезни. Считаю это очень важной проблемой, с которой я знаком лично. В 23-м собрали бабосик на экологию. В 24-м собрали на хосписы. Это учреждение для людей с неизлечимой болезнью, дабы облегчить их боль и страдания или сопроводить их в последний путь, более комфортно и спокойно. В 25-м сборное исследование болезни Альцгеймера. В 25-м сборное исследование болезни Альцгеймера. Как вы поняли, тема эта хорошая. Хотя бы раз в год не потратиться на очередной бампер для двенашки. А сделать что-то доброе людям. Кстати, об информации. В августе 23-го появилась Герфтубер Вики, местная Википедия. Кое-что я брал оттуда, но имейте в виду, инфа там местами заветшала, но для общего ознакомления сойдет. Cherish Events — это проект, в котором ребятушки резко собираются и делают благотворительность. Например, в этом году они собираются под эгидой Not for Animal Rescue на эвакуацию животных с территории Украины. Там и коровы, и овцы, и котики с собачками. Дело это правильное. Животные не виноваты, что на этой планете живут ёбнутые люди. В июле был дропнут Inca Place. Это магазин мерча, подмастерье Лайтмотив, если что. Его задача объединить весь мерч в себе и сделать вот этот вот блядский валберис с кружками и кепками FTP. В ноябре 25 года появился ДПС, но не тот, это Charity Donation Per Second. Суть и позиция те же, доставка добра прямо по адресу, что подкрепляет слоган «Делать добро — это самое сложное, что можно сделать». Проектом рулит 2 тела: Мачалкон, а.к.а. Матча, второй главный Соба, небинарный фембой-бармен, является ведущим членом BeauTV. Как можно быть членом, когда ты не бинарный, я хз. А так да, нам к нему надо обращаться они. Почему они, если он один, я тоже хз. Ну и там такое началось. Искра, буря, небинарность. Классика для Германии. За время своей работы Donation Per Second собрали на борьбу против насилия над женщинами, на помощь детишкам и в целом стараются помогать людям, что круто. Moonlight Караоке фестиваль. Название говорит само за себя. В 21 году товарищ Лунара, который, кстати, также участвует в организации караоке сессий Висмайла, в рамках партнерки проводит Rock on Twitch, в котором соло поет песенки. В 22 году уже появились приглашенные гости. И в целом все пошло-поехало и попелось.
Ныне штат из 4 тел, а в 23-м году фест был аж в 3 частях. Некоторые ребятушки из Вибранта там также засветились. И напоследок, о тех, кто делает не всегда благодарную работу. Проекты Project Vtuber и Vtuber Clips Германия. Это местные санитары леса, нарезчики. Думаю, о них стоит рассказать отдельно. Ребята стараются вырезать самый смак, превращая многочасовые стримы в концентрат контента. Если вам лень копаться в архивах, просто загляните к ним. Там вы точно найдете себе годного витубера по вашему вкусу. Ретроспективная заявка. 3 часа ночи, 15.06. Пока этот ролик находился на монтаже, в истории вокруг Stream Clips Германия произошел закономерный финал. Напомню, изначально автор канала Клиппи поймал волну хейта за то, что на стриме детально оценивал физику груди у девушек-витуберов. Одной из первых против высказалась витуберша Клео, но Клиппи лишь отмахнулся, назвав это просто шуткой. Она ему буквально писала в чат: ты шо, долбоёб нахуй? А где? Вскоре вскрылись совсем грязные детали. Оказалось, что автор годами злоупотреблял властью, шантажировал мелких блогеров исключением из нарезок и оставлял пошлые комментарии. Когда взбешенная комьюнити побежала удалять свои аккаунты с его личного сайта, Клиппи поступил гениально. Он просто заблокировал функции удаления профилей, сделав личные данные стримеров своими заложниками. Дальше больше. Одна из пострадавших девушек отозвала права на свой контент. Клиппи это проигнорировал, словив закономерные страйки, и лишился YouTube канала. Вместо признания вины он устроил травлю, вывесил на главной странице сайта баннер, где клеймил витубершу врагом. Прямо сейчас проект пытается воскреснуть под вывеской Clip Central, втихую перенеся туда базу данных, но фокус не удался. Крупнейшие стримеры Германии объявили Клиппи пожизненный бойкот. Его Patreon заблокирован, а пользователи продолжают топить новый сайт жалобами. Попытка переобуться в прыжке обернулась для создателя полным крахом, репутацией и потерей единственного источника дохода. Поэтому из наших санитаров леса он нахуй вычеркнут. Глава 8. За весь ролик вы не особо услышали от меня хейта. Признаюсь, языковой барьер мешает мне разгуляться на полную. Но пообщавшись с местными работягами, я выяснил, ситуация там абсолютно такая же. Те же тейки: ой, девки-витуберы популярнее, они байтят хорни движениями, пук-пук-пук. И конечно же, что витубинг это аккал. Знакомо, да? Просидев полгода в этом комьюнити и поговорив с довольно известными личностями, я могу смело заявить, что русские и немецкие сегменты очень похожи. Те же типы звезд, те же авторы со своей базой, те же каверисты и художники. Все как у людей. А что могут рассказать сами немцы о своем витубинге? Я закинул им опрос, залез в самую гущу, и сейчас буду вываливать факты. Один из местных работяг рубит правду матку. В немецкой тусовке куча коллабов и общих движух, но народ слишком легко ведется на драмы и срачи, из-за чего со стороны все выглядит как токсичный притон, хотя адекватных людей там большинство. Денег в индустрии нет. Это дорогое хобби, где ты скорее всего просадишь бюджет на новые ассеты, чем заработаешь на пачку сосисок и светофора. А к агентствам доверия ноль, потому что серьезных дядек там не видели годами. Одни мутные схемы и дилетанты. Твич и Твиттер — наше все. Дискорд так, для мебели. А остальное вообще не роляет. Масштаб и сарказм. Но если денег нет, то что удерживает их вместе? Другой инсайдер напоминает: ребята, нас всего 5000, мы маленькая ниша, поэтому грызни и подковерных игр тут в разы меньше, чем в англоязычном сегменте. Фейковых личностей быстро вычисляют и отправляют на мороз, и предают анафеме. Да сгорит твоя жопа в аду! Но главная фишка, которую вам стоит знать: немецкие витуберы — это короли цинизма. Если вы ждете там только неокавай, то вы ошиблись дверью. Там обожают едкий юмор и сарказм. И этот цинизм удивительным образом уживается с диким желанием помогать, как подтверждает человек. Я не особо вылезаю за пределы немецкого витуб-сегмента, поэтому не знаю, насколько это уникальная фишка именно для нас. Но я постоянно вижу кучу благотворительных ивентов для животных и людей в беде. Причем это и одиночные стримы по сбору средств, и ежегодные гигантские движухи, где куча витуберов собираются вместе ради общего дела. Но самый жирный тейк прилетел напоследок. Он вскрывает то, что Германию делает по-настоящему особенной.
Китай. Здесь напрочь отсутствует японская культура айдолов. Зрители здесь меньше страдают парасоциальным бредом. Если в Японии витуберша это святая дева, которой нельзя даже дышать в сторону парней, то у немцев все проще. Хочешь завести отношения? Заводи. Всем плевать. Лишь бы контент был годный. Немецкий витубинг это не про продажу мечты об идеальной подружке, а про личность. Возможно, в будущем это мнение поменяется. Напоминаю вам о PUBG TV3 с их айдол-движем. Теория закончилась, пора переходить к практике. Чтобы понять, как этот менталитет работает на деле, достаточно взглянуть на тех, кто сидит на самом Олимпе. Когда витубинг из локального явления выполз на YouTube и постепенно алгоритмами расплескался аки синева по разным языкам, и носители этих языков начали подтягиваться в общее комьюнити. Именно такие люди, как Джинджа, строили фундамент. Цель это благая, пройти путь самой. Да, конечно, это не только ради рекламы, но и ради себя она это делала. И это логично, но наличие такого человека, который станет активным представителем комьюнити, с приходом популярности не уйдет от своей аудитории в английский сегмент, а останется такой же задорной девчонкой для своих работяг, и это хорошо. Но кто еще, кроме нее, держит немецкий флаг в топах? У кого аудитория больше, чем население некоторых городов? Это топ-10 витуберов Германии. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях вашу первую тройку. Я реально подожду. Написали? Тогда погнали по списку. От 10 места к золоту. Ну что, открываем наш чарт. На 10, 9 и 8 местах уютно расположились Химичи, Луни Ву и Луна Эвер. С этими дамами вы уже знакомы, так что едем выше. 7 место занимает Суки Динглс. Расскажу о ней. Жила богиня Аматерасу, ловила кайфы и раздавала свой свет аки 4-й энергоблок. И решила она почувствовать эмоции смертных. Ну и вызвав всех, как она думала, что оказалось не так, ведь пока все сущее летело на пати, рандомная панда втихаря смачно чавкала бамбуком. Как вкусно, как сытно. Увидев арбуз, панда решила сожрать и его, но неожиданно из недр красной мякоти вылетел сгусток света. Увидев слабый огонек, панда решила отправиться к богине Аматерасу. Та, поняв, что у огонька преждевременные сохранять невозможно, решила вдохнуть свою силу в огонек. Так на свет появилась девушка, небрачная дочь тайского арбуза и света богини с ушами панды. Вот такой вот витубер-пандочка получается. Ее тоже можно отнести к более олдовым витуберам. На Твиче активно собирает аудиторию, YouTube пестрит шортсами и видосиками. Она собрала все свое мужество и прошла через это. Вокруг нее была только темнота, но поэтому она услышала знакомые голоса. Тахта? А ее смех меня прям батит тоже сделать хихи-ха-ха. Суки. Und 6 место Фуксельбау, лиса буквурст колбаса. Она мастеру сидеть на 2 стульях, у нее и витуберский движ, и РЛ-стримы с лицом. На Твиче сейчас затишье, зато YouTube забит контентом по майну. На ее вопрос, что нужно для счастья, могу ответить лишь одно: закончить это видео. На 4 месте нам знакомая Наями Пичик Фокс. Крутая, смешная, очень нравится, очень хочется. На 3 месте Киючу. Будем сейчас знакомиться. Дебют в октябре 2021 года. Кию ангельский кот. Не особо активно на ютубе, на твиче ситуация лучше. В иксе много фото ёблуся, так что назвать ее прям витубером сложно в моем понимании, но имеем что имеем. Советую ей научиться отличать цвета для одежды. Вам нравятся такие девушки, Чач? Очень нравится. Вау-вау-вау. Нет, мы ведь делаем ролик про Европу. 2 и 1 место. Барабанная дробь. Конечно же, это Джинджа и вонючка Эш. Блять, я второй! Man hat mir alle so Platz gemacht. Большинство из вас угадали. Эти 2 дамы — настоящие титаны. Почти атласы, на которых зиждется Дойчсцена. Если вы смотрели внимательно, то заметили, что 5 места в нашем топе не было. Проверка на внимательность была пройдена. Молодец. Все витуберы из списка пиписка Крепкий большой член. имеют сильные и слабые стороны. Одни накинут вам смехуечек на вечер, другие же возьмут атмосферой. Че, ребята, есть
вариант до центра подкинуть, а? Топ не попал Зомбей. Человек, который занимает настоящее первое место в этом топе. Причина проста. Человек, у которого 2 с небольшим миллиона подписчиков, большой онлайн и крупная пачка просмотров, все-таки не начал как витубер, а уже со своей фанбазой пришел в коммунити. А я, как-никак, стараюсь вам, хоть и с переменным успехом, но рассказать о витуберах. Сам список состоит из 100 позиций, и ниже будут знакомые нам люди. Забавно, что даже в германском сегменте есть наш слон Русак. Вообще, список очень нестабильный. Например, заканчивая ролик, я заметил, что Унна Эвер начала догонять Химичи и сильно подтянула онлайн, но когда у тебя все озвучено, смонтировано и уже стоит на рендере, будет душновато переделывать, поэтому относитесь к топу не настолько серьезно. Даже сейчас, когда вы это смотрите, кто-то мог поменять позиции. А для тех искушенных критиков, да, кто сейчас начнет писать: «Абырн, а где же Шай Лили? А что скажешь про Киару Таканаши?» Ребята, что Лили, про которую я, кстати, начинал делать видео, что Киара, хоть и корнями в Германии, но балакают на инглише. Нам такое не подходит, поэтому сори, как-нибудь в другой раз. Ну и подводя итоги, прямо итоги. Понятно, что в этот ролик попали далеко не все витуберы. В одной только Германии их около 3000. Сколько там тех, кто запустил канал, постримил 3 месяца и благополучно окуклился? Сколько команд, которые сделали пару громких анонсов и затихли навсегда? К тому же, далеко не каждый мне ответил, и не до каждого я смог достучаться. Кто-то тупо проигнорил. С кем-то вроде договорились по инфе, но человек потом просто пропал с радаров. А я ведь ждал до талого, уже заканчивая монтаж, и все надеялся, что кто-нибудь еще отпишется. Но нет. Так что из 40 агентств вы увидели только часть. Тоже сори. Вначале я говорил, есть Hololive, есть Вишоджо, есть мировые инди-звезды. Но человеку всегда свойственно искать что-то новое. И моя задача открыть для вас целый сегмент. Показать реально крутых и самобытных авторов, о которых вы даже не догадывались. И да, я знаю, вам гораздо больше в кайф смотреть, как я в очередной раз покушаюсь на какого-нибудь нашего рувитубера. Как кладу его на разделочный стол и жестко поясняю, как они накручивают, как их, блять, вообще земля носит, а еще они женщины в большинстве своем. Фу. Это все обязательно будет, но как-нибудь потом. А сейчас давайте заглянем за кулисы, расскажу, как делался этот ролик, какие моменты остались за кадром и как выглядит внутренняя кухня самого длинного в моей жизни видео. Вы наверняка заметили, что повествование получилось довольно рваным, и это главная проблема, которую я так и не смог до конца победить, даже приближаясь к эндшпилю. Судите сами, мой ролик про Мотару Кан, который вышел пару дней назад, был в разы проще. Там один персонаж, вокруг него и строишь всю историю, все смехуечки. Или пример с Эфирией от Ниджи. 4 витубера, общий лор, все уже придумано за меня, остается только красиво подать. Но в этот раз... Ох, в этот раз все намного сложнее. Больше 80 витуберов, которые вообще никак между собой не связаны, некоторые без лора, без анкет. Что-то можно найти на немецкой вики, но далеко не все. У половины пустые профили, ссылка на Twitch, да имя с аватаркой, даже даты дебюта нет. В Иксе то же самое. Нормально не зайдешь, все заблокано. Спасибо, кстати, моему агенту ФСБ, что так... бережно хранит меня от западной пропаганды, блять. Респект. Я успел знатно намучиться, но бросить уже не мог. Слишком много времени было вбухано в это расследование. Я хотел сделать кино, связать всех в единое полотно, чтобы это был не просто сценарий, а белые стихи, строфы, если хотите. Чтобы я был как русский Гай Ричи, деревенский Тарантино и белорусский Люк Бессон. Получилось ли? Решать вам. Ну что, ё-моё, капец. Спасибо за просмотр. Читайте книги, а то смотрите всякую хуйню.